Всем доброго дня! Сегодня будет нетипичный для меня обзор. Я всегда хотел снять какие-то машины, то одну, то другую, но забивал. Так как сейчас у нас сложные времена вообще в целом с автобизнесом и с авторынком, я пригнал себе в прошлом году вот такую необычную машину. Сам я являюсь фанатом BMW. Первой машиной у меня была тройка в кузове E90. После нее была пятерка F10 в комплектации Taxi Edition, как я называю. Потом была более заряженная F10 и юбилейная F10. После этого мой выбор пал на кузов G30, G31. В данном ролике мы будем обозревать BMW пятерку в кузове G31. Для тех, кто особо не разбирается, G31 — это универсал, то есть туринг у BMW пятерки. Они есть седаны, есть туринги, есть седаны лонг. Я особо не прям так вовлечен во всю эту тематику. Технических характеристик тут в этом обзоре особо много не будет. Я, конечно, много знаю про BMW, но не какой-то там эксперт или работник СТО. Поэтому просто расскажу, почему я выбрал эту модель, и расскажу вообще в целом, почему езжу, не меняю, и чем мне нравится кузов универсал. Это BMW пятерка, дизельная, здесь 2-литровый дизель на полном приводе. Небольшая предыстория. Ездил я на F10 своей юбилейной последней 3 года. Брал ее на пробеге 8000 километров и на продажу выставил уже около сотки. Купили у меня ее за один день, потому что за всеми машинами не скажу, что педантично отношусь как-то, но слежу, поддерживаю, и то есть состояние было хорошее. Езжу я много, но опять же тут все относительно. Кто-то ездит в разы больше. У меня в среднем в год получается 35 тысяч километров-40 пробега. Так как я занимаюсь недвижимостью, дизайнами, строительством, в общем, кручусь в этой сфере, у меня работа состоит в постоянных каких-то встречах, перемещениях по объекту и так далее. И мне нужна была новая, стильная, красивая, удобная, практичная машина, подходящая под мой стиль и под мою деятельность. Так как я являюсь фанатом марки, я понимал, что тройка BMW будет мне маловато, да и, честно сказать, они дубовые. Я ездил много на каких машинах, у меня друзья предприниматели, и у всех там от Porsche Cayenne Turbo GT там, до крузаков, до каких-то там у кого-то простые машины, чанганы. Будет, если вам интересно дальше, то я буду обозревать для вас, как бы это прикольно, мне нравится это. Соответственно, мой выбор пал также на пятерку, я начал смотреть, какие есть варианты. Седаны стоили в районе где-то 6,5-7 миллионов рублей. Мне не очень хотелось, честно говоря, отдавать такие деньги, потому что, для меня это не то чтобы как бы роскошь или средство передвижения, да, как все любят расценивать. Просто так как я постоянно эксплуатирую, мне нужна была такая стильная машина, но на каждый день и по моим каким-то запросам. Соответственно, я начал смотреть, что было на рынке. Попалась мне вот такая 520-я дизельная. Соответственно, очень круто, что здесь полный привод, и очень круто, что здесь жирная комплектация. О ней я сейчас чуть позже расскажу. Единственное, что меня смущало, это 2-литровый дизель. У меня была такая машина. Я думал, мало мне, наверное, будет или нет. Но, как выяснилось, вот с этой технологией мягкий гибрид, у нее такой какой-то классный отклик. Вообще G-кузов так настроен, интересно, что, в принципе, прокатившись, и вот тошнить по городу, в пробках, ездить тут по городу, куда-то перемещаться, доехать до загородного объекта, честно, мне хватает. Основным, что нужно для себя понимать вообще с годами, когда вы хотите купить интересную машину, вот типа BMW, да, там, или еще каких-то, обязательно должна быть жирная комплектация. В комплектации кроются все фишки и ощущения от вождения. Начнем с экстерьера, да, скажем так, с внешнего вида. Здесь у нас M-пакет стоит, Shadow Line, да, то есть вот эти черные решетки, там, черная окантовка дверей и так далее, лазерные топовые фары.
Это самая топовая оптика сейчас у BMW. Помимо этого, видно по решетке, здесь установлен ассистент вождения Professional. То есть это дистроник, он включает в себя адаптивный круиз-контроль, помощь при перестроении, помощь при парковке и много-много всего прочего. Лично для меня, я сейчас понимаю, раньше у меня таких опций не было, это вообще максимально удобная штука. Выставил круиз, допустим, когда катишь куда-то по ЗСД. Очень удобно получается, то есть она сама оттормаживается, где-то полосу держит, да, начинаешь сходить, у тебя руль вибрирует, чуть ее назад откидывает. Это прям, вообще классная вещь. Наверное, сейчас, обновляя машину, я бы обязательно смотрел, чтобы эта функция была. Очень круто в этой комплектации еще, сам цвет мне нравится, он играет в зависимости от освещения. Это такой, серый, я не помню, как он там по каталогу называется, то ли просто серый, то ли там какой-то серый грей металлик. Это можно посмотреть, это достаточно популярный цвет. Камеры 360, как я говорил, M-пакет, 20-е диски на низком профиле. Вот за это я немного переживал, потому что на прошлой машине я ставил 20-е диски на F-ку с низкопрофильной резиной, и честно, катаясь даже по Питеру, мне било в руль, и я испытывал дикий дискомфорт, что позже просто поменял на 18-ки, которые в стандарте шли, и продал 20-е диски. Проехавшись на этой машине, я был очень удивлен тому, что вот этот 20-й радиус так настроена подвеска, что максимально комфортно. Просто едешь лучше, чем там, наверное, на 18-м было. Еще очень важной для меня стала вещью, хотя я последние года не гоняю, важной вещью стала для меня эта тормозная система. Здесь M-Sport тормоза, они выкрашены в красный цвет, бывает два типа, красный и синий. По-моему, ничем они по характеристикам не отличаются, просто по цветовой гамме. Там по конфигуратору кто как собирает. Опять же, в сравнении, допустим, с той же F-кой, мне не хватало тормозов, там стоят, обычная тормозная система. Здесь это просто вот какая-то сказка, не знаю, в любой ситуации тормозишь мягко, ничего не дотягивает, очень комфортно. А раз комфортно, быстро и безопасно, что немаловажно. Давайте смотреть далее, что здесь еще интересно. Тут у нас, соответственно, идет люк плюс панорама, панорамная крыша, то есть она открывается в нескольких положениях. Это тоже классная, на самом деле, комплектация, но в целом, наверное, без нее жить можно. Хотя я пользуюсь часто, потому что, на самом деле, самый от нее кайф, наверное, в какое-то межсезонье, потому что летом объективно, ты ее откроешь, тебе будет жарко, да, если ты откроешь кондей и будешь ехать еще с ней, будет большой риск простыть, потому что у тебя начинает так воздух ходить активно и образуется сквозняк, вот, но опция классная, много раз ее использовал и планирую тоже на будущее в своих машинах предусматривать подобные опции. Идем дальше, так как это туринг. Вообще на этот счет на самом деле ходят очень много мыслей, разногласий и так далее. Кто-то говорит варик для пенсов, кто-то говорит наоборот, это самый офигенный кузов, самый стиль и так далее и тому подобное. Лично мне, честно скажу, всегда нравилось у Audi туринги. Это что-то божественное. У BMW только в G-кузовах, в M-пакетах, вот тройка стилевая вышла. У меня друг, кстати, купил, вообще радуется, тоже 520-й дизель. Я взял вот пятерку. Пятерка именно в ресте мне тоже зашла, пипец. И так как цена на рынке была значительно ниже, а комплектация лучше в эти деньги, то я решил проэкспериментировать, и мне, если честно, прям вообще зашло. Соответственно, так как это у нас туринг, здесь идет вот такой вот объем у нее. Выглядит по мне симпатично. Я не знаю, честно, по размерам седан или туринг больше. Это, наверное, кто хочет прям задрочиться, углубиться, может узнать и поделиться со мной в комментариях. Что еще очень классного? Опять же, вот эти последние фары. Опять же, M-пакет, классная такая юбка у нее с ребрами жесткости, патрубки выхлопной системы. То, что BMW до сих пор их делает настоящими рабочими, а не как сейчас уже у последних Audi, это просто фейк. Там, они есть, но трубы там где-то внутри вот так вниз загибаются, бред. Я 7-ю смотрел купе, и мне не зашло. Еще очень крутая штука, которая не просто,
есть и есть. А удобное в использовании это вот такой вот люк, который открывается, можно что-то положить экстренно и потом вот закрыть. Это на самом деле максимально удобная штука. Также смотрим на комплектацию. Здесь есть фаркоп, здесь есть дистанционное открывание. То есть ты с пакетом, допустим, вот так что-то держишь, положил ногой, она не работает. Вот. На самом деле я как-то криво нажал, ну и ты разгрузил. Так как, повторюсь, я занимаюсь строительством в целом, недвижимостью, строительством, интерьерами, мне очень удобно, потому что нет-нет, да приходится все равно, когда ты в этой индустрии, что-то где-то там подкрутить даже у себя на объекте, что-то где-то там какой-то инструмент взять, что-то перевести. И вот здесь очень круто то, что первое, с люфтом вот такая автоматическая шторка, ее, если что, можно полностью убрать, можно ее снять, сложить задний ряд сидений, и место получается просто дохерища. Я как-то, скажу честно, строил загородный объект, дом, и у нас случилась следующая ситуация. Приезжает машина с мебелью, мы уже его мебелируем, это был такой инвестиционный дом. Приезжает мебельщик мой, везет там всякие шкафы, тумбочки и так далее. А дороги закрыли на просушку. Охрана его тормозит, говорит: слушайте, у нас так и так, перегружайтесь. Ну и, короче, он начал себе в машину закидывать, я начал что-то закидывать. И остался вот один такой у него целиковый модуль здоровый, ну, грубо говоря, часть огромного шкафа. И мы просто взяли вот так аккуратно ее туда закинули. Если найду, вставлю фотографии, это был просто... Он вот так лег прям до туда. Ну, я к тому, что места вообще куча. И это удобно, потому что вот сейчас зима, например, там, захотел поехать на сноубордах, на лыжах покататься, да, взял, закинул там что-то, удобно, там, где-то какой-то материал, там, ребята проебались, не купили, заехал в магаз, там, по пути посмотреть, как идет проект. Ну, какие-то мелочи такие жизненные всегда вот случаются, поэтому, честно скажу, я не ожидал, что это прям настолько удобно, универсально. Из моих каких-то замечаний, тут, кстати, две кнопки, можно закрыть просто багажник, а можно как бы закрыть полностью машину. Соответственно, из моих каких-то, наверное, замечаний по конкретно этому экземпляру, для идеала, наверное, реально вот движок помощнее. Но опять же, вот гонять Питер-Москва, мне кажется, некуда. В Москве вообще, наверное, гонять некуда. В Питере я по городу еду, ну его мне хватает, типа. Понятно, что был бы там 3-литровый дизель или вот этот 40D, 50D. Я, кстати, видел такой же в Питере, притом 40D. Он, наверное, вообще там всех будет оставлять позади. И что самое удивительное, я вот сейчас, постоянно у меня есть такое, я, в принципе, езжу на машине от года до 3. Думал, может, что-то еще, может, там... прокатился на друга Cayenne Turbo GT, думал, может себе взять какой-то Cayenne, ну такой городской, типа там, ну просто 3-литровый бензин. X5 думал взять, X6, и вот начал смотреть, сажусь туда и понимаю, что, вроде классно, но как будто особо смысла доплачивать нет, потому что вот этот экземпляр я брал в том году по цене 5 миллионов 400 тысяч рублей на пробеге 32 тысячи, не бит, не крашен, как бы, мне кажется, это вообще офигенная цена для вот такого экземпляра на комплектации. А сейчас, не знаю, там, брать что-то, какой-то свежий X, мне кажется, это десятка, и как бы, такие деньги платить. Есть ли в этом смысл? Не знаю. Может, да, может, нет. Пока что катаюсь, кайфую. Call gunner if you want your burger. Oh baby, you be lying in your verses. I be here and say you buying them purses. I can't even lie, you ain't my type, you ain't even know that fine in person. I can guarantee you if you my kind, she got every bag you can imagine. Big house, I can really be bragging. 100,000 in my mouth like what's happening. Not the big cheap tea that's embarrassing. He ain't me, you can keep it comparison. My bitch probably one of the baddest. Good girl, turning into a sad. This bitch got a problem in traffic. Перейдем к интерьеру. У нас тут получается тоже М-пакет идет. Об этом говорит М-руль. И, наверное, все. Зимний пакет, подогревы сидений, подогревы руля, лепестки. Так как у нас система
помощи Professional, да, соответственно, вот адаптивный круиз-контроль, там ограничение скорости, выбор режимов, больше-меньше, какая дистанция и прочее. Топовая мультимедийка, это у нас Live Cockpit Professional, как говорят опытные знающие люди, то есть это вот такой вот большой сенсорный дисплей, который хорошо, очень качественно работает. Также спортивная приборка. Все информативно, все круто работает, очень удобно. Apple CarPlay, зарядка, которая беспроводная, подстаканники без подогрева в этой комплектации, климат-контроль, управление жестами, то есть можно музыку, ну вот он пишет, громче, там, вперед-назад, принимать, отвергать звонки. Что еще? Очень важно, особенно для меня, это музыка. Здесь установлен Harman. Он неплохо играет, меня, кстати, устраивает. Многие, я знаю, что там ставят, дорабатывают Бурмистр, кому повезло, и сразу идет... Ой, извините, не Бурмистр, а Bowers & Wilkins. Бурмистр — это в Мерседесе. Многие, соответственно, Bowers дорабатывают, то есть он весь там подсвечивается, горит. У кого-то сразу она идет с Bowers с завода. Многие удаляют Bowers, ставят там какие-то кастомные вещи, но это совсем фанатики. Вот меня Harman устраивает вполне вообще. Что здесь еще из интересного? Спортивные сиденья. Честно скажу, что мне нравится больше комфорт, которые вот с ломающейся спинкой, там 14 у них регулировок их больше, мне лично удобнее, потому что поясница, то есть там спинка ломается, и ты можешь я вот обычно как-то вот так еду, и получается вот тут вот расстояние, держишь, либо надо по 100 раз там что-то подстраивать, а на ломающихся спинках у меня прям класс, я на себя выставил память сидения, установил, здесь ее, кстати, нет, вот. Соответственно, здесь спортивное сиденье. Регулировок меньше, но есть подушка. В целом очень удобно, боковая поддержка хорошая, но не тот комфорт. Соответственно, здесь не натуральная кожа, здесь Sensatec, по-моему, называется у BMW. Также торпеда ей обшита. Вот эти вот накладки ей обшиты. Но это создает такой визуальный какой-то эффект. Это круче выглядит, если бы это был просто вот этот резина мягкая или пластик, что это. Соответственно, черный салон с такой вот синей строчкой, темно-синий, выглядит стилево. Я лично, честно скажу, у меня была BMW с салоном слоновая кость, была с мока, да, кофе. Мне, наверное, больше всего нравятся светлые салоны. Вот. Коричневый тоже классный. Здесь черный, но он неприхотлив. Вот был светлый салон, просто ты в джинсах ездишь, в синих, у тебя все красится, там в черных красится. Постоянно химчистка. Здесь, соответственно, такого нет. На мойку заехал, там люкс сделал, попросил кондиционером пройти, все классно. Так, идем дальше. Камеры 360, парктроники, это все есть. Соответственно, спорт-режим, режим спорт двигателя, режим спорт у коробки, он повышает характеристики у двигателя, коробка быстрее щелкает. Но скажу так, вот на дизеле лично мне не так сильно ощутимо, как вот это работает на бензиновых версиях. Я, честно скажу, в основном в комфорте езжу, и мне хватает. Когда у меня была бензиновая BMW, в спорт я играл чаще, потому что там прям это ощущается. Вот. Далее у нас получается вот это Ambient Light, или как она там, подсветка, тут все есть, можно менять цвета снизу, сверху. Сейчас я на зеленый езжу, до этого была сутенерская фиолетовая, но она мне надоела. Вот, понятно, тут всякие зарядки есть, как я говорил, беспроводные, есть проводные, там, Bluetooth, вот это все, CarPlay. Дальше у нас что? Дальше у нас это панорама, собственно. Она у нас работает в нескольких режимах. То есть можно просто проветривание. Можно там открыть частично. Можно открыть еще больше. Но полностью, конечно, вы ее не откроете. По-моему, да, вот это вот максимум. Классная опция. Мне прям нравится, на самом деле, летом. Я обычно езжу, то есть, либо на проветривании, либо частично ее открываю.
Посадка удобная. Кто ездил на BMW, знает, что тут немножко торпеда развернута в сторону водителя. Это создает такое ощущение, что для тебя как бы все сделано, все стилево. Давайте, наверное, посмотрим, как будет на заднем ряду располагаться. Понятно, что только в такси ездят на седанах сзади. Ну, мне, честно, вот в такси не прям удобно, типа. Сам я бы не купил себе BMW пятерку, там, чтобы ездить на заднем сидении. Да и Мерс Ешку бы не купил. Если на заднем ездить, то это либо Эска, а лучше Майбах какой-нибудь. Потому что иначе, ну, не регулируются вот эти вот сиденья, да, диваны задние. Как бы, какой смысл? Не знаю. Целый день, ну, не проездишь. Вот. Пока не пошли, вот кнопочку покажу еще, что вот конфигуратор безопасности. Тут есть All On. Сейчас у меня Individual, что-то включено, что-то отключено есть. Настройка. Ну и тут, блин, надо честно копаться. Я как-то один раз покопался, жизнь быстро идет, не хочется этим заниматься. Выставил, что необходимо, и ездишь, короче. Кстати, вот у меня невысокий рост, наверное, где-то 1,74 м, 1,75 м, да? Как ты думаешь, Ванек? Ну, 1,73 м, 75, вот в этом диапазоне. То есть я среднего такого роста. Мне, честно, самому за собой прям вообще кайф. Типа, мне удобно. Ну, честно скажу, как-то трезвого водителя вызывал, в ресторане вина выпил. Вот. Не хотел там за машиной возвращаться, рисковать тоже не хотел. Вызывал, чел ехал там, я по приколу сел сзади, правда, сидел тут. Ну, проехаться мне норм было. Не знаю, но долго, говорю, вот спинка не откидывается, не хватает, вот как-то туда хочется уехать. Вот, но в принципе, если как бы ставить какую-то, не коляску, а детское кресло, да, я думаю, супер удобно, ничего тут никто задевать не будет, да даже если тут, потому что вот сейчас то сиденье, оно отъехало как бы подальше в сторону, и все равно я вижу, что я там сел бы спокойно. Я говорил, что здесь есть фаркоп, то есть если вы там, не знаю, торгуете мясом или, блядь, возите петухов. Или, например, у вас есть какой-то кроссовый мотоцикл или багги, и вы там живете не за городом, что-то переехать. Вот это классно, можно поставить, да, и доехать. Вот, это удобно. Есть также 220 зарядка там. Ну, кайфовая тачка. Мне прям нравится. Здесь, кстати, тоже Type-C разъемы, климат, все регулируется. Подогревы даже, представляете, есть задних сидений. Вот это я не знал, кстати. Реально не знал. Вот, ну вот на таком уровне как бы обзор у нас. Говоря про минусы, ну, я говорил, что было бы прям поинтереснее, если бы двигатель был трешка дизель, да, но тогда там она бы уже и налоговая была, потому что европейки там 265 сил, у нас до 240, до 250 тебе лампа сел. Так, в общем, по минусам получается, ну, да, этот движок хотелось бы помощнее, но опять же, куда гонять, и он бы был уже налоговый, потому что европейка 3 дизель была бы 265 сил, а у нас до 250 до налоговая считается. Вот. Расход тут вообще смешной, как бы, да даже была бы там трешка дизель тоже, это ерунда все. Вот, что дальше? Дальше это салон, да, вот то, что я говорил, комфортные сиденья, которые с 14 регулировками. И так как я много езжу постоянно там по объектам, было бы круто иметь вентиляцию сидений летом, да, потому что, ну, ты едешь на кондее, но все равно, когда много сидишь, все знают, там, как бы комфортнее было бы с вентиляцией. Что еще? Массаж, да, хер знает. Ну, он не нужен, я думаю. Цвет салона, возможно, сюда бы зашел вот белый или коричневый повеселее было. Или вот рыжий есть тоже у них, не помню, как он называется. Но с другой стороны, как будто этой тачке, так как она такая вот практичная, что и потаскать, и что-то положить пыльное, да, как будто черный вообще супер с этой вот синей строчкой, с вот этой эмочным каким-то значком. Ну, не знаю, кайф. Все, на этом, мне кажется, в остальном просто тачка просто супер. Кому вообще подойдет эта машина? Мне кажется, универсал на то и универсал, да, вот туринг, что, мне кажется, это вообще реально универсальный выбор
для любого человека. Ты семейный парень с женой, с кучей спиногрызов, без проблем рассаживай всех, места хватит, закидывай кучу барахла, в том числе и коляску в багажник, жену вперед, или я не знаю, как там правильно ездить. Ну, короче, усесться можно. Ты какой-то молодой, стилевый парень, ну, вид имеет, комплектация классная, музыка есть, ну, выглядит стилево, мне кажется, наоборот, это модно сейчас. Просто ты такой человек, который хочет ездить в комфорте, и нет-нет, да что-то закидывать. Ну, короче, я не знаю, по мне это вообще, ну, такой супер вариант. Куда практичнее, чем седан. Седан я вот когда брал, обязательно учитывал, чтобы задний ряд раскладывался, потому что вот недавно Эску смотрел, 222-ю, думал по приколу взять, может поездить. Но, блин, у нее диван не раскладывается, вот тут, я не знаю, мне кажется, даже сноуборд не пропихнешь, и как бы, ну, чтобы что. Поэтому тут каждый делает выбор для себя. Я надеюсь, вам понравилось. Напишите, пожалуйста, это мой первый опыт такой, в комментариях, кайф, не кайф. У меня на самом деле у друзей куча разных машин, и супер дорогих, и каких-то бюджетных вариантов. Я на самом деле могу рассказать со своей колокольни, с того, как я размышляю о каких-то моделях. Слушайте, ну так как обзор у нас был такой, скажем так, больше про машину, интерьер, экстерьер, давайте про технику все же добавлю, потому что на самом деле у меня много было BMW. Скажу так, если берете неудроченный вариант и нормально его обслуживаете, то есть просто меняете масло каждые там 8 тысяч, да, и фильтры, то, мне кажется, бед вы не будете знать. У меня, тьфу-тьфу, никогда никаких вот серьезных поломок и не было. Но я и не брал варианты там укатанные. Я всегда брал, ну, на небольшом каком-то пробеге ездил, продавал, и люди там, мне кажется, после меня тоже там ездят и горя не знают, вот. Касаемо техники, мне кажется, новые двигатели у BMW, да, если не говорить про какие-то там спортивные версии, а вот эти гражданские все, что там B58, да, который 3-литровый бензин, надежный движок. Вот этот 2 дизель, 3 дизель, они вообще супер надежные. Там 4 дизель, ну тот же 3 дизель на 2 турбинах он, по-моему, тоже супер надежный. М50D, который вот этот 5 дизель, да, он вот для меня под вопросом, потому что это тот же 3-литровый дизель, но на 4 турбинах, как бы, как они его там дубасят, это такая загадка. А вот такие гражданские тачки, ну, мне кажется, они ездят и вообще горя не знают, если вы с ними нормально управляетесь. Поэтому берите неудроченные варианты. Перед покупкой обращайтесь к каким-то диагностам, да, по отзывам, и горя знать не будете. До новых встреч! Ooh, I'm